Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня продолжение свадебной темы. Свадьба — это очень важный праздник для каждой девушки, и, конечно, хочется, чтобы все было идеально и красиво. И сегодня я предлагаю вам сделать кольца для салфеток. Делать очень легко, быстро, но при этом смотрится потрясающе. И полная гармония в камнях и в декоре с нашими предметами, которые мы уже декорировали до этого. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится вот такое кольцо. Я купила в магазине Декора, но поищу ссылку на Алиэкспресс. Филигрань, вы уже знакомы с ней. Разные стразы у меня здесь. Стразовая цепочка у меня 2,5 миллиметра. И вот такие стразы микс. И, конечно, клей. Клей я использую уху. Это самый часто задаваемый вопрос, какой клей использую. Вот показываю. И для удобства работы переливаю в аппликатор. На колечке я нахожу место, вот где идет стык. Его не очень видно, но в любом случае его можно увидеть. И беру филигрань и немного подгибаю. Сейчас я подгибаю не вот так, как мы делали до этого, а именно вот по заготовке, чтобы у меня все ровно ложилось. Вот так. И теперь наношу клей именно на филигрань. Смотрю, чтобы верх-низ не был у меня в клею. И вот именно на вот все эти места я наношу клей. Вверх-вниз, вверх и низ клей не наносим, потому что там не будет ничего подклеиваться. Нам надо подклеить именно железные части. Наношу клей и, как всегда, даю клею немного закрепиться. Клей у меня уже не тянется, не течет, и подклеиваю. Если вы делаете несколько сразу, то надо смотреть, чтобы у нас одинаковый верх-низ было, именно расстояние вот здесь и здесь. Немного прижимаю и даю закрепиться. И пока у меня тут все закрепляется, я подрежу стразовую цепочку. Стразовую цепочку вот так обворачиваем вокруг камня. Одна сторона у нас должна быть короче, другая длиннее, чтобы у нас получилась капелька. И она должна вплотную подходить к камню, чтобы камень упирался на эту цепочку, а не висел в воздухе, так как он не ровный, а именно вот с такой вот округлой частью. И когда у меня все немного закрепилось, я прямо с тюбика нанесу клей, так как здесь я наношу достаточно много клея. Вот прямо вот так вот беру и даем клею закрепиться, чтобы камень у нас сел и уже не дергался, не падал во все стороны. Тем временем подклею вот здесь маленький страз, чтобы уже отталкиваться от этого и чтобы не получилось так, что страз этот потом торчит в воздухе. Поэтому сразу его подклеиваю вот сюда. Проверяю клей, уже загустел. Беру страз и сажу страз так, чтобы вот здесь у меня было место на стразовую цепочку. Вот вы видите, он у меня уже не падает, а на клею держится. И теперь я вокруг наношу еще немного клея, если где не хватает, чтобы подклеить стразовую цепочку. И, как я уже показывала, один край стразовой цепочки у нас вплотную вот сюда подходит, второй будет длиннее. Вот так. Смотрим, чтобы все стразы у нас смотрели вверх. И вот этот край будет длиннее. Теперь еще раз поправляем камень и пододвигаем все стразы, чтобы у нас образовалась стеночка для большого камня. Пока все не затвердело, можно все подправить. И, конечно,
все вот эти края надо между собой подклеить. Наносим немного клея и все подклеиваем. Еще раз проверяем, чтобы все у нас смотрело вверх, все у нас было ровно, и даем закрепиться. Ну и теперь продолжаем работу. Наношу клей вот сюда, на вторую часть, и буду подклеивать стразы. Здесь я использую плоские стразы. Эти стразы нельзя использовать в середине, только если подклеивать на цепочку, потому что они намного тоньше и будет образовываться провал. А если это на вот края, как здесь, то вполне можно с ними работать. Следующую обязательно вытираем носик. И наносим немного клея на стразовую цепочку здесь сбоку, чтобы у нас все между собой подклеилось. И вот так располагаем камни. Все края пытаемся вот к стразовой цепочке. И так продолжаем работу. Ничего сложного. Там, где мы оформляли приборы, я использовала другие камни, у которых не плоская основа. И вот так продолжаю работу. И здесь у меня еще получится еще 3 страза. Я прямо вот сразу нанесу клей. Сначала укладываю один вот сюда на макушку. И уже остальные по краям. Как вы видите, ничего сложного. И, конечно, все поправляю. Вот что получается. И немного страз я еще добавлю сюда. Это у меня прозрачные стразы, я имею в виду белые, с серебряной основой. И вот сюда, чтобы было побольше блеска и немного разбавить цвет шампань. Я взяла 20 номер, можно использовать любой. И вот вы видите, какая красота получается. Очень быстро и легко.